ты не спишь. Слушай, можно я, пожалуйста, переберусь к тебе поближе? Ну, здесь как-то холодновато. Да и, если честно, ну, мне страшно здесь одной. Да, я знаю, что мы выбрали купе, чтобы нам было спокойнее и не страшнее. Да, точнее, мне. Но все уже спят, а я как будто бы одна, и страшно как-то в общем. Так мне можно к тебе? Правда? Спасибо. Сейчас, секундочку. Опа. Хи. Спасибо. Подожди-ка. А откуда ты знаешь, что я боюсь темноты? Мы вроде бы с тобой мало разговаривали на настолько личные темы. Так вы говорили с ней обо мне? Ого. Я удивлена. Почему? Но никогда бы не подумала, что тебе будет интересно говорить обо мне с кем-нибудь. Ну да, я что-то немножечко дрожу. Это правда. Ну, мне холодно. Очень приятно, что ты обнял меня. Спасибо, я не думала, что ты бы так сделал. Спасибо. Но если ты вдруг переживаешь, то ребята все равно не увидят, они спят и ничего плохого не подумают. Да, я знаю, что у тебя нет девушки, но вдруг тебе было бы стеснительно, ну, если бы кто-то увидел тебя с такой, как я. С какой? Ну, как сказать? Ну, с такой тихоней. Обычно таких, как я, так называют. Ну, не, знаешь, не бери в голову. Мне в любом случае очень приятно, что ты сейчас обо мне позаботился. Спасибо тебе большое. От тебя так приятно пахнет. Мне всегда нравился этот запах. Да, я знаю, что ты пользуешься им уже много-много лет. Я заметил. Ну, хоть мы близко и не общались, но все же учились в одном классе кучу лет. Да, уже скоро выпускаться, а так и не подружились. Ну, точнее, в смысле, да, не подружились. Ладно, на самом деле мне как-то неловко об этом говорить. Знаешь, я одной всегда боялась ездить в поездах. Но когда с кем-то, вроде классно, а когда один уже совсем не то, это уже не кажется каким-то волнительным, прикольным путешествием. Вообще я довольно домашняя. Ну, ты, наверное, в курсе. Потому что я редко выбираюсь погулять с вами всеми. Да нет, дело даже не то, что в учебе. Просто я предпочитаю более пассивный отдых. Ну, это посмотреть дома фильмы, там поиграть во что-нибудь или почитать. Ну, такие вещи, которые для большинства на самом деле скучные. Вот. И дело не в каких-то предубеждениях, и нет такого, что я бы думала, что те, кто поступает по-другому, как будто бы плохие. Нет, я так точно не думаю. И уж тем более я не считаю плохим тебя. Да, мне кажется, ты очень хороший.
и очень милый. Ну, почему? Ну, сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, я хорошо разбираюсь в людях, чувствую их, и в тебе я вижу только хорошее. Да и мне казалось, что в тебе все видят только хорошее. Да не за что. Как некоторые говорят, за правду не благодарят. Почему я тогда поехала, если я такое не люблю? Вопрос довольно логичный. Если честно, я не знаю, я стесняюсь ответить правду. Я боюсь, что тебя смутил бы мой ответ. Сказать, ну, если честно, я согласилась только когда узнала, что ты поедешь. Ну, просто с тобой как-то намного безопаснее и спокойнее, что ли. Ну, девочки девочками, да, я их тоже очень люблю, и я знаю, что они ответственные, но просто с тобой я чувствую себя очень комфортно. Прости, если тебя это смутит. Я не хотела говорить, но так уж вышло. И поверь, я не навязываю тебе никакой ответственности. Честно, просто будь собой и ничего не меняй. Ну, да. Тебе даже приятно. Здорово. Знаешь, сидя рядом с тобой, вся обстановка теперь уже кажется такой атмосферной и, может быть, даже романтичной. Ну, то есть, просто нравится. Чего я сказала? Да, говорю, просто нравится мне. Ну, знаешь, вот это чух-чух, чух-чух, чух-чух. Да, от поезда. Тебе нравится, как я это говорю? Чух-чух, 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 чух-чух. Кому-то не нравятся эти звуки. И это равномерная тряска. Мне кажется, что это очень убаюкивающе действует. Ну, вот, знаешь, например, малышам, когда они плохо спят по какой-то причине, им иногда включают белый шум, например. Ну, такой, где даже не знаю, как это описать. Но когда звук звучит на всех частотах сразу. И, кстати, это по звуку, ну, для неподготовленного человека может прозвучать как-то очень пугающе и резко, но если прислушаться и вообще привыкнуть, то это очень сильно похоже на шум дождя или шум водички в океане каком-нибудь, ну, или море, конечно, просто. Да, так что я понимаю девочек, то, что они уже заснули. Они-то не боятся. Почему, кстати, не спишь ты? А, тебе нравится? Да, я понимаю тебя. Тоже люблю очень в окошко посмотреть. Хотя в такое время дня, когда совсем поздно, ночь и, в общем-то, там практически ничего не меняется. А даже если меняется, то этого не видно. И, по сути, почти все, что мы видим, это какие-то редкие фонари, которые своим быстрым появлением и исчезновением бьют в глаза. Но смотреть на самом деле все равно приятно. А мне еще, знаешь, ну, конечно, ночью сложно такое провернуть, но забавно читать названия станций, которые проезжаем.
У некоторых из них такое смешное название. Меня, например, рассмешило одно из последних, это Хомякова. Я не знаю, какое там должно быть выражение. Ой, то есть ударение, да. Извини, я что-то чуть-чуть волнуюсь, кажется. Да, с тобой спокойно. Да, это не из-за темноты. Рядом с тобой я темноты не боюсь. Я понимаю, что бояться нечего. Да и дверь закрыта к нам в кабинку. Но все же сложно простым рациональным пониманием отключить свои страхи. Да и сейчас я боюсь не совсем темноты. Просто я не ожидала, что ты так легко позволишь мне с тобой сидеть. И еще и обнимешь меня. Да, просто потому что мне холодно. Это так приятно. А, то есть дело не только в этом? А в чем? Кажется, ты не хочешь говорить. Ну и ладно. В любом случае, я очень тебе благодарна. Я действительно согреваюсь. Мгм. Ну да, еще не совсем. Вот если бы... Да, ты прям будто понял, что я хотела сказать. Да, накрыться одеялочкой еще сверху было бы не лишним. Знаешь, а мне на самом деле интересно. Ты ведь, когда проводишь ночи, просто вглядываясь в окно, ты ведь, наверное, задумываешься о чем-то, правда? Наверное, есть все же какие-то мысли, которые занимают твою голову. Может быть, расскажешь? Ну, ты редко о таком рассказываешь, кажется. Ну, по крайней мере, я никогда не слышала. Не хочешь? Но почему? Ты пока мне не доверяешь, да, я понимаю. А, ну, не в этом. А в чем? Мне рассказать что-нибудь? Тебе правда интересно? Ну, я могу. А ты расскажешь мне тогда потом, о чем сам думаешь? О, даже так? Только на личной встрече? Ты не шутишь? Так, ну, то есть дружеская прогулка, все дела, да? А с девочками? Без девочек? И не дружеское свидание. Что? Конечно, я согласна. И Нет, я не задумалась, я просто удивлена. И я безумно рада. Мгм. Нет. Что? Ты правда думал все время, что точно мне не нравишься? Но это ведь неправда. Мне кажется, ты всем нравишься. Ну, ты же такой замечательный человек. И мне кажется, что любая девушка, которая посчитала бы тебя неподходящим парнем, наверное, очень глупая. Ну или это я просто по себе сужу. Но мне кажется, что в тебе есть так много хороших вещей, которые нужны всем, и просто с тобой всегда очень приятно находиться, ну, очень безопасно, так тепло, и тебе не страшно что-то рассказать, ну вот как мне сейчас, хотя я, конечно, безумно стесняюсь, и, наверное, тебе это очень заметно, и мне от этого неловко, но
Я знаю, что ты умеешь хранить тайны, и тебе не страшно рассказать что-то такое секретное. Да, если честно, все тебя хвалят, и я до сих пор в недоумении, почему у тебя нет девушки. Да, я понимаю, что все зависит не только от внешности и так далее. Да, ты очень красив. Очень красивый. Спасибо. Ну, в общем, да, я знаю. И не только от тебя зависит. А ты часто ходишь на свидания? Нет? Но неужели тебя не звали? Ты любишь звать сам? Тогда мне очень приятно, что ты позвал именно меня. Хотя это безумно неожиданно, и, кажется, я сказала уже несколько раз то же самое. Что? Конечно, я согласна. Конечно. Да, я не особый фанат активного отдыха, но с тобой я, наверное, на многое бы согласилась. Извини, кажется, я совсем глупости болтаю. Мне сейчас очень неловко. Кажется, что я столько уже фигни наговорила всякой. Наверное, ты теперь думаешь, что я глупая. Так, ладно. Ты же попросил меня что-нибудь рассказать, о чем я думаю. Даже не знаю, чего бы интересного рассказать. Или тебе даже не важно, что именно. Да, возможно, это вообще подействует как колыбельная какая-то. Ну, например, раз уж мы тут говорили про виды из окошка поездов, то когда я смотрю туда, особенно днем, когда все хорошо видно, мне всегда очень интересно видеть домики. Но поля, леса, это понятно, это очень классно тоже. Но мой глаз почему-то привлекает именно вот картины жизни людей, которые живут достаточно далеко от крупных городов. И это даже по меркам деревень, поселков, такие очень-очень маленькие места. И смотришь, и вот даже один какой-то дом, а вокруг буквально ничего. И по его состоянию видно, что там действительно живут люди. Вот вокруг там стадо коров, например, или курочки бегают, козочки, или там овечки. Ну и, конечно, огороды. Люди, наверное, так много работают, но мне на самом деле очень интересно пообщаться с таким человеком. А может, это не один человек, а семейная пара, например. Ну или еще что-нибудь, потому что без общения все-таки сложно. То есть я еще могу представить жизнь без покупки там медикаментов, хотя это, конечно, очень важно. Вот, или без покупки одежды, там какой-нибудь мебели и так далее, еды, потому что довольно много вещей можно сделать самому. Вот. Но представить жизнь без общения какого-либо мне сложно. Но да, я понимаю, что наверняка есть люди, которым это подходит. Так, что-то я уже куда-то не в ту степь. Но, в общем, мне кажется, что это очень интересно. Очень интересно, о чем они думают. Очень интересно, устраивает ли их такая жизнь. И вообще представить, каково это самой жить так. Вот. Мне интересно, как для них выглядит мир. Что они видят
будто просыпаясь утром и выходя из дома. Из звуков только какие-то звуки леса, звуки домашнего скота, а может быть котика или собачки, чтобы было менее одиноко. И смотришь и видишь чистый-чистый рассвет. А, да, и где-то резкие звуки проезжающих поездов, но к ним уже настолько привык, что даже и не замечаешь. А животные давно перестали их пугаться. Да. А если у них еще и электроэнергии нету, и вообще ничего, ну это, наверное, совсем сложно. Да, мне, человеку из цивилизации, очень тяжело представить такую жизнь. А еще, наверное, если бы я вдруг попробовала так пожить, было бы очень страшно. Ну, когда дождь, гроза, сильный ветер. Ведь люди, живущие в таких условиях, они по факту никак не защищены ни от чего, ни от каких погодных условий. И живут, как правило, в небольших деревянных домиках. Ну, не то чтобы избушках, но близко к этому. Да, свое хозяйство это прекрасно, очень интересно, но, наверное, очень сложно. Что-то слишком много слов очень. Извини, я еще и очень быстро разговариваю. Просто рядом с тобой я нервничаю. Нет, нет, ты не сделал ничего плохого. Просто очень волнительно. И особенно после того, как ты позвал меня на свидание. Не уверена, что смогу теперь заснуть. Да. Но ты, наверное, хочешь попробовать спать? Но раз так, то ты сам напросился. Тебе придется еще долго слушать мой бубнёж. Может быть, и заснешь тогда. Можешь даже закрыть глазки. Но я буду рядом. Да, и будем обниматься. Это так приятно, оказывается. Я не буду желать спокойной ночи, потому что пока что спать мы еще не договорились.